Вот мы и дошли до смотровой площадки Звингер. Это все, что есть на картинке, мы сейчас увидим. Что? А я ошибся, это не то. Все-таки этот день настал. Когда жена хочет, чтобы муж пообнимал, надо чек подойти и стать. А сегодняшнее наше утро начинается... С отъезда из гостиницы. Да, хочу еще разочек на прощание посмотреть на наш вид из окна, на эту красоту, полюбоваться. И все, мы говорим этому номеру огромное спасибо, нам здесь все понравилось. Мы довольны, счастливы. Благодарны, мы довольны. Мы отметили у этой девочки классный день рождения. Сейчас двигаемся в прогулку. На прогулку по городу, а потом домой. Добрый путь. Чик. Когда жена хочет, чтобы муж пообнимал, надо чик подойти и стать. Обнимал. Были мы, друзья, в этом отельчике. Как отельчик называется? Суета. 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 Sweetest. 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 Что ты можешь сказать про отель? Beauty Sweet. Отель очень классный, хороший, уютный, с воздушно-прекрасным, очень классным видом на церковь, на храм, которого мы так и не сказали до последнего. В общем, отель мы однозначно рекомендуем. Мы остались полностью всем довольны. И кто еще не смотрел, полный обзор нашего крутецкого номера с нашим видом смотрите в предыдущем видео. Сейчас, пока мы добираемся к нашей кофейне, ребята, проходим фонтаны. Посмотрите, какие они чистые, красивые. Смеешься с меня, да? Да, потому что ты нас измучила, мы прошли весь город пешком и не дошли до той цели, которую мы изначально поставили. Мы хотели пойти посмотреть Звингер, но мы искали кафешку. В итоге мы обошли, не знаю, 10 кафешек. Ей не то, ей не так. В итоге мы пришли в бургерную. Просто бургер. А вообще, я понимаю, да, это моя вина. Это у меня такие бывают тараканы, я что-то себе придумаю и хочу, и Акоп хочет мне угодить, и мы ходим это ищем, короче, и мы уже измотались, вы чтобы понимали, мы сидим прямо перед этим Звингером, вот там он, и мы в него еще не зашли, потому что мы голодные, а я хотела круассаны с заварным кремом, и все, что мы искали там по гуглу. Короче, когда мы не приходили, мне все это не нравилось, там этих круассанов с заварным кремом не было, я психовала, я уже даже всплакнула. Короче, Акоп меня еле успокоил, и все, мы зашли в ближайшую бургерную, я сказала, что я хочу бургер, потому что я уже просто голодная. И он, бедный, сидит и терпит меня. Мой золотой муж. Тихонько сидит и молчит. Твое счастье. Дошли мы, друзья. Акопчик жену накормил, все нормально, приголубил, успокоил. И дошли мы в это историческое место под названием Звингер. И? Тебе нравится тут? Мне все нравится, но первое, что я вижу, это реконструкция, которой... Реставрация. А это неправильное слово? Реставрация, ладно. Да, тут я тоже хочу сказать, ничего такого не увидишь, так как реставрация. Сверху покажем сейчас пару кадров, но что тут смотреть? Для Танюши куча красивого. Все кричат, все радуются, всем весело, не знаю чего это. Все казалось бы здорово, если честно, красоты куча поверху, но вот эти все вещи, которые происходят, конечно же... Класс. Я хочу вам сказать, что это уже длится более 2 или 3 лет. Я вот смотрела на ютубе разные... Ты это как контролируешь, да? Да, я контролирую, потому что я очень хотела, чтобы здесь уже было все красиво, был такой озелененный парк. Короче, ты хотела увидеть зеленый парк, но не увидела, да? Ну да, я хотела
хотелось миллион кадров здесь все походить, поизучать, вот эти все скульптуры, эту красоту, архитектуру рассмотреть. Ну, тут, получается, даже кругом не сможешь пройти, потому что Как-то каждый всё участок отделен от друг друга. Ладно, не расстраиваемся, не А чё расстраиваемся. Ты покушала, успокоилась, кепку поправила. Все отлично. Да, пошли. Куда? Вот туда. Теперь еще туда подниматься? Ну там люди уже есть, как-то они туда прошли. Надо найти. Эх, жизнь моя жестока. Та-дам! Иди, я за тобой. Вот мы и дошли до смотровой площадки Звингер. Это все, что есть на картинке, мы сейчас увидим. Ты готова? Готово. Поехали. Да, красота. Просто молодец. Честно вам скажу, я... Рада, что оказалась тут, потому что у меня вчера было день рождения. Не расстраиваюсь, что они так долго строят. Ничего страшного, идем дальше гулять и держать себя в хорошем настроении. Да, ты обещаешь, что мы сюда приедем еще раз, когда это Еще всё- много раз. Да, я так хотела просто это все место посетить и насладиться им полностью. Посетила, наслаждайся. Пошли. По сути, вот пройтись в этих стенах величественных, это уже масса удовольствия, это уже круто. Вот я там поднимаю голову, посмотрю. Еще беременной пройтись. Еще беременной, да, как ты говоришь. Но все равно, вот знаете, Никаких все равно. Ну, Беременная хорошо. пришла, классно провела время, увидела стены, как делают. хорошо, Молодец. все, я не расстраиваюсь, Ни за что. у меня все хорошо сегодня, да? Да, а там смотри, лошадка, дядька на лошадке. Да. Как дядьку зовут, помнишь? Нет, мы же тут еще не были. Дядьку зовут дядька на лошадке. Как красиво, милый. Даже трамвайчик красивый здесь, ты знаешь? Честно скажу, да, очень красиво, очень достойно. Я вот смотрю на эти статуи, на этого короля Йохана. Йоган. Йоган пусть будет, если так вам хочется услышать из моих уст. Вот Йоган на коне. Вот эти все статуи, вот эти все здания в таком камень как будто грязный, но оно придает какой-то такой вид. Эффект Да, своеобразный, эффект такой классный, красивый городу. И город очень похож из тех, которых мы видели, на Санкт-Петербург. Похож, правда, Очень да. похож. Там тоже куча разной такой архитектуры, и там тоже зеленые крыши. Вот мы сейчас, когда заходили туда наверх, там были зеленые крыши, если вы обратили внимание. Это опера Земпра. Значит, это красивейшее здание оперы. Все. Погуляли по площади оперы, так называемого, с моих уст. И двигаемся уже все потихонечку домой. Вокзал, Макзал. А я хочу сказать, что мы получили массу удовольствия от этого города, несмотря на то, что Смотрите, просто как она кепку одела, в каком она розовом штукенце А и что? платье. А что не так? Просто это стиль. Удовольствие и стиль — это Танюшка. А Русик, я так красиво одета, и мне так все нравится. Ты Ты очень чё красивая. прикалываешься? Мы нашли тут пульпулак, такой вариант. Некоторые пишут, во всем мире пульпулаки только в Ереване, только в Армении, то есть, но это не так. Тут тоже есть пульпулаки, своеобразные такие. Да, такой Интересный интересный. вариант пульпулака. Водичка, честно, не такая холодная, как у нас, но то, что есть доступная питьевая вода, это уже большой плюс. Конечно, согласна. Это радует. Давай с этой стороны Кто посмотрим. может не согласиться? Да, такой красивый. И ты, Ара, у меня очень красивый. Ой, мушка, мушка. Мушка съедает. Ваш Акоп Силиконян вообще-то сотрудничает с какими-то компаниями.
И если вы не следите за его инстаграмом, я посоветую, чтобы вы следили. Сейчас он будет рекламировать какую-то одежду. Если я не ошибаюсь, посылочка была отправлена компанией, открою, потом скажу какой. И они мне предложили прорекламировать их товар. Я, конечно же, согласился. Это не значит, что мы становимся партнерами или я там какой-то амбассадор их компании. Нет, это просто пробная тестовая версия. Может, мне не подойдет, не понравится их товар, может, я им не понравлюсь. Короче, Пока что пробный вариант. пока что пробный вариант, а может быть и нет. Что? А я ошибся, это не то. Ты серьезно? А Я что покажу, это? что это? Это совсем другая штука. Ну Наш ты дорогой, даешь. наш дорогой компания YouTube А, YouTube что-то прислал. отправил нам подарочек. Да ты что? Я думаю, эта компания ничего не писала. Чего они так... Короче, от YouTube подарок нас. Ладно тебе. Прикинь? А Это что так. там, Мара? Это ночник. А, да ты что, как приятно, Да, какая это от весть. YouTube ночник мы получили. Зая, давай сюда. Слушай, кайф. Я Ой. тебя поздравляю. Это я нас поздравляю. Да, ура. Я думал, что это какая-то компания, оказывается, тут YouTube делает. То есть нам это ночники. вообще не реклама никакая, да? Не-не-не, Это не подарок. реклама, это просто... Это подарок от YouTube, потому что мы усердно работаем, мы трудимся, и они видят, что это должно быть как-то... Они хотят каким-то Как образом отблагодарить нас. приятно. Такой хороший, качественный, не какой-то... Вообще мне так нравится, что этот значок Ютуба, это такой кайф, это какая-то, не знаю, такая мотивация, да? Снимать дальше. Сейчас включу. Она, эй, классно как! Давай. Ну поехали. Куда? Я хочу уже видеть. Ну подожди, нужно ее подключить. Это она говорит, что я нетерпеливый. Она щас Я сама- просто... Если бы я вообще знала, что это подарок от Ютуба такой, я бы уже давно бы открыла. Обычно, если честно вот сказать, еще плюс этого всего, что посылки, когда нам привозят, они оставляют на первом этаже. А тут они прям подняли до нашего этажа. О, Тут ты что? Слушай, как классно. Нам как раз нужен ночничок потом для малыша. Заю! YouTube, спасибо, брат. Спасибо. А я тут перекусики накрываю и ему себе спокойненько делать, кушать. И думаю, что там его эти тренировочные вещи или что там должно было быть, я даже не знаю, кто там ему что должен В общем, будет прислать. реклама, уже по поводу рекламы расскажем. Да. Что людям надо для счастья, друзья? Какой-то подарочек прислали, все уже там на 7-м небе. Так, а я хочу с вами, знаете, что протестировать? Немецкое сало. Мне, конечно, много этого съесть нельзя, но я сало очень люблю. Я люблю наше украинское, настоящее, конечно, салко. Но какое есть. Аж у меня полный рот слюник. Поехали. Плохо кусается. Не наше, конечно, сало. Наше такое тает во рту. Но это тоже, когда очень-очень соскучишься, то можно есть. Да, я сало ем. Молодец. Можно перебиться. Я вам так хочу сказать. У Коптика свои подарки, у меня свои. Еще мне хочется разных селедок. Такого чего-то всего рыбного, копченого. Я знаю, что не особо можно это кушать. Ну, чуть-чуть хочется. Я уже даже нашла один выход.
наши украинские люди возят сюда как-то, я не знаю, мы ни разу не покупали, но мне порекомендовали, сказали, что нормально, меня там закинули в эту группу. Может быть, я настроюсь, и мы купим оттуда эту какую-то селедку. Я так хочу нашей настоящей селедки, такой слабосоленой. Здесь селедки очень такие все промаринованные, очень сильно в уксусе их как-то вымачивают. Я такое не люблю. Я хочу нормальный. Все, ладно, Мусик, приятно. А у тебя отбивнушки. Я забыла достать отбивнушки. Специалист по еде. Дай Да. мои кушать, пожалуйста. Давай, все. Кукусики, друзьяшки. Закончилась наша чудесная поездка в Дрезден. Начались серые будни. Хочу немножечко подбить итоги и сказать, что все-таки я безумно довольна и счастлива после этого дня рождения. Кайфанула от души. Еще вот это все вспоминаю. Не знаю, конечно, огромная благодарность моему мужу, потому что вот как-то он все сделал для того, чтобы... И это так каждый год. Я не говорю, что это какой-то нонсенс, что-то было сверхъестественное в этом году. Да, было, конечно, новый город, новые эмоции, новая гостишка, новый ресторан, да все новое. Все, как обычно, меня порадовало от души. А теперь все дома. Ребята, у меня готовка полным ходом. Пирог я уже сделала. Такой себе он внешне, ну потому что он там овощной, мясной и с сыром. И я его так хорошенечко прижариваю, поэтому так выглядит. Еще закинула котлетки с макарошками. Короче, хозяйка номер раз, потому что холодильник, конечно же, пустой. Сходила в магазин, продуктов принесли с окопчиком и надо готовить. Потому что я люблю, чтобы еды было у нас всегда много, всего разного. Поэтому стартую. Вы знаете, уже часика так, наверное, 2,5 постояла на кухне и конкретно устала. Еще у меня остался салатик. Акопчик тоже где-то едет домой. А я уже готова и полежать. Но что еще, кстати, по подбиваниям итогов. Вот заметила я такую закономерность. Насколько мы сами руководим своим настроением и насколько все зависит от нас. Как же надо стараться и учиться, кто не умеет контролировать себя. Я одна из тех, кто думаю, что умею, ну, по крайней мере, стараюсь учиться, слушаю очень много информации по этому поводу, насколько все в нашей голове, сколько зависит от наших мыслей, от нашего правильного настроя, от нашего позитива. Вот все, что ты несешь в мир, в принципе, то ты и получаешь. Я просто такой маленький живой пример. Мы когда ехали в Дрезден, дорога что туда, что обратно 3 часа, да, все понимают. Ну, я имею в виду, дорога не изменилась, она одинаковая. И мы туда доехали с Аком просто на одном дыхании. Я, во-первых, всегда в поездах или где-то в транспорте, в машинах я всегда сплю. Там я дреманула просто где-то на 15 минут, и я не заметила, как прошла дорога. Просто мы на такой эйфории, на таких эмоциях. И все зависит от женщины, я это понимаю. Вот я проснулась, я была в классном настроении. Я настроилась на такой шикарный лад, на позитив и на все самое лучшее, самое классное. Это я и получила. У меня был такой потрясающий день и вечер, и все просто заладилось идеальным образом. Но обратно, вот что я потому что плохо спала, видимо, это просто кино. Вот что-то мне все пошло не так. Мне изначально вот не нравились кафе, куда мы заходили. Я придумала себе вот эти определенные круассаны с заварным кремом, которых я хотела. Вы же понимаете, что я довела себя до того, что я даже сплакнула. А этот бедный мой муж терпел, потому что он хотел мне второй день еще делать день рождения, ни слова не говорил, говорил, хорошо, пошли в другое место, хорошо, пошли в третье, и это все жарой, и это все
пешком, короче, у него рюкзак на плечах, все, короче, кукушечка моя беременная устроила нам фейерверк. Я, конечно, и до беременности могла такое делать, но я старалась с собой справляться, бороться и перевоспитать в себе вот такую черту характера. Это вообще-то присуще, правильное слово или нет? Если что, поправьте, извините, не могу сейчас вспомнить. В общем, это присуще всем женщинам, пусть будет так. Но кто-то более капризный и более не держит себя в руках, а кто-то все-таки старается. Вот я одна из тех, кто старается быть более человечной. Я не хочу выносить мужу мозги, я хочу ему быть нормальной, достойной женой, и чтобы ему было со мной комфортно. Но все-таки бзиги иногда просыпаются и вытворяют вот такие чудеса с нами, женщинами. Наверное, с мужчинами тоже такое бывает, просто, может быть, они сильнее и больше как-то себя контролируют. Не могу ничего сказать. Сколько я уже наговорила, как я люблю поболтать. Иногда вот у меня такое вдохновение приходит. Если любите меня слушать, пишите, я буду болтать побольше. И что я могу сказать? Обратная дорога была просто такой нудной, потому что вот это все вот на этих нервах. Мы второй день не получили удовольствия практически ни от чего. Мне все было не так, я всем была недовольна. Я просто, я не знаю, перечеркнула все, что могла и не могла. Это просто хорошо, что я сейчас села, обдумала и сделала выводы, что это все просто от моего восприятия, от моего поведение, которое я сама же себе устроила. Могло бы быть все абсолютно по-другому. Мы первое место, куда мы зашли на завтрак, оно было прекрасное, красивое, все было отлично. Это был ресторанчик с кучей шикарных тортиков, все было замечательно, но оно было в торговом центре, что мне, собственно, и не понравилось. Ой, муженька пришел. Друзья, так что, пожалуйста, держите себя в руках, женщины. Руководите своими эмоциями, слушайте психологов, слушайте меня и будьте нормальными. А я иду встречать муженечка своего. Привет! Я сегодня хорошая жена? Ты лучшая, ты заслужила кофе. Ты же серьезно? Ты мое счастье, спасибо. Видите, какой хороший? Как можно его не любить? Спустя полгода мы сдали экзамен на знание немецкого языка. И как вы думаете, у нас, конечно же, уровень нулевой. И сегодня мы попробуем записаться на курсы немецкого языка после всего этого. Я надеюсь, это не будет через 6 месяцев. Я хочу немножечко пояснить. Мы сдали спустя полгода, потому что у нас термин был на... Очередь. Да, очередь был через полгода. Раньше мы этого сделать не могли. Все, теперь пробуем записаться в школу. И скоро мы будем шпрехать на немецком полным ходом. Что делать? Говорить. Шпрехать. Приехали мы в школу. Меня на курсы не взяли, так как ближайшие самые, и то это по блату, можно сказать, которые нам предложили. По-братски вариант. По-братски вариант, да. Это предложили нам через спасибо на октябрь месяц. А так следующие, то можно было только на январь и дальше. Январь 25 года, чтобы вы понимали. Короче, на октябрь месяц мне посоветовали не начинать даже, потому что, получается, в декабре мне рожать, это 2 месяца поучиться, потом сказали, ты все забудешь, а переучиваться возможности не будет. Можно будет только уже после декрета выйти и продолжать, да. То есть это будет тяжело, мне посоветовали не начинать, а копчика мы записали. И я очень волнуюсь. Потому что записали мы на 7 октября, и это будет... Короче, Танюшка волнуется, что в то время, когда я очень нужен буду ей, чтобы быть рядом, она будет одна, потому что у меня курс, учеба будет с 8 утра до часу. В то время, когда она будет нуждаться, грубо говоря, во мне, в моей помощи, там утром проснуться и что-то ей делать, меня не будет, потому что уроки начнутся с 8 утра и будут до часу дня. Не переживай, дорогая, все будет хорошо. Если что,
мы вот эту малявку возьмем себе, и она будет нам помогать. Ребята, реально волнуюсь, потому что я не знаю, что с этими деточками Ты не потеряшка, делать. ты сильная, у тебя все получится, я всегда буду рядом. Давайте в комментариях поддержите мою женушку. Yes, и ты, и я. Yes, уду. И ветер. Все-таки этот день настал. Сегодня я совершил окончательное действие. Отправил письмо с тем, что я записался в школу, чтобы учить немецкий язык. И день учебы начинается 7 октября. 7 октября у меня начинается обучение немецкого языка. Я тянул до последнего этот момент, думал, что может быть что-то там не так пойдет, все-таки поменяю школу или что-то еще, но смотрите, какая Танюшка беременная, кстати, повернись. Животик, животик. Ты кто? Я? Да. Ты кто, девочка? Ты кто, девочка? Иди от нас. Уходи. Все время как-то получается, что с нами она. Мы ее не зовем, а она утром просыпаемся, перед дверями стоит, говорит, я пришла. А что не так? Булька, да? Булька. Это потому что наша булька. Наша булька? Да. Ладно, наша булька. Можешь приходить каждый день? Я почти прихожу каждый день. Даже не почти, а приходишь каждый день. Ладно, тебя можно поздравить. Ты Вот записан- смотри, что у меня на кепке. Ой, какой! Жук! Дорога, стоп! Не улетает? Он ушел уже. Ушел. Я говорю, что тебя можно поздравить уже с учебой? Спасибо за поздравление. Напиши в комментариях, поздравляю, брат. Поздравляю, брат. Напиши в комментариях, поздравляю, брат, что ты наконец будешь учить немецкий язык. И мы сейчас сделаем коронный прием. Держись. Держи телефон. Держи телефон. За руки. Хорошо, Раз, руками держись. 2, 3. А иди отсюда. А кто? А еще у Танюшки колет в боку. Я не знаю, с чем это связано. Булочки. В булочке колет. Она делает йогу каждый день. Виной эта девочка. Это булочка. Да, ты виновата? Это ты виноват. Это ты виновата. Она делает Танюшка каждый день делает йогу, но я думаю, она сегодня находилась. Поэтому нужно быстренько сейчас вернуться домой и отдыхать. И боли пройдут. Что скажешь? Да, лежать надо. Все, идем Я лежать. когда чуть-чуть больше похожу, оно начинает меня такой коль. Только ты Таню показываешь только. Не показывает меня? Таня только очки. Акоп. Акоп. А, Милаша, или же еще, как вариант, надо, чтобы он меня взял на ручки и носил, правда? Как Да. ты считаешь? Тогда Это правильно. вот это правильно. Это крайний вариант. Это крайний, но самый правильный. И тогда у меня все пройдет, я считаю. Такой у меня сильный накачанный муж. И на ручки не берет. Берет. Спокойно. Отдыхаем. Сегодня наш выпуск закончим вот так. Под светильник, который мы получили от YouTube. YouTube, еще разочек, спасибо тебе за такой прекрасный подарок. Прекрасный подарок. Не забывайте, друзья, что вы на канале Silicon Family. Я Акоп, это Танюшка. Подпишись, комментарий напиши. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие эфиры. И обязательно переходи на видео, которое появляется на экране.